последние несколько недель движение биткоина очень сильно зависит от экономики США, которая сейчас находится далеко не в самом лучшем состоянии. В первую очередь это связано с последними экономическими данными, которые указывают на то, что главная проблема Америки в виде высокой инфляции снова начинает угрожать рискованным активам, а именно акциям и криптовалюте, потому что ФРС продолжает удерживать процентные ставки на высоких уровнях. И если в начале года прогнозировалось, что ФРС сделает как минимум 4 понижения до конца 2024, то сейчас мы можем рассчитывать максимум на одно. Вот только ситуацию может усугубить важнейший отчет по ИПЦ 15 мая, который покажет нам, насколько выросла инфляция в апреле. И заметьте, я говорю выросла, потому что по прогнозам через 7 дней уровень ИПЦ за апрель будет выше 3,5%, что станет четвертым месяцем роста инфляции подряд. Конечно же, это заставит ФРС удерживать высокие ставки гораздо дольше, чем мы ожидали ранее, потому что только процентные ставки могут снизить инфляцию, но при этом высокие ставки создают жесткое давление на банки США, из-за чего неделю назад уже произошло первое банкротство в этом году Republic First Bank. На этом фоне известные инвесторы начинают активно продавать свои активы, ведь только за первый квартал Уоррен Баффет уже продал более 100 миллионов акций Apple. И сейчас все больше возникает вопросов касательно окончания коррекции на крипторынке, потому что биткоин вроде бы и вырос на 10% после тестирования локального минимума, но при этом он до сих пор находится под давлением вот этой нисходящей линии тренда. Поэтому сегодня мы максимально погрузимся в экономику США и за счет последних отчетов, а также прогноза ведущих экономистов, составим подробный прогноз биткоина на ближайшие недели. И что самое главное, я отвечу на вопрос, как ИПЦ 15 мая повлияет на его цену. Также вы узнаете, почему банкам США угрожает кризис, и дополнительно я подготовил интересную информацию для холдеров эфира, которые рискуют упасть ниже локального минимального уровня. Поэтому если вы заранее хотите знать, что может произойти с вашим криптопортфелем в ближайшее время, обязательно смотрите это видео до конца. А перед просмотром поддержите нас лайком, ведь только ваша поддержка мотивирует нас снимать больше интересных роликов. И чтобы новое видео вышло как можно раньше, давайте наберем 1200 лайков. Вам заранее спасибо за поддержку. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, перед тем как мы начнем, я хочу вам напомнить, что все самые важные новости и события вы можете первее всех получать в нашем телеграм-канале, и тот самый ИПЦ 15 мая первыми получат именно наши подписчики. Также у нас в телеграм вы найдете большое количество эксклюзивных прогнозов, ну а те, кто подпишется прямо сейчас, ждет бонус, потому что в ближайшие дни мы будем публиковать много информации насчет альтсезона и делиться с вами монетами, которые имеют высокий потенциал на рост. Поэтому обязательно подписывайтесь и ничего не пропускайте. Как я сказал в начале, цена биткоина очень сильно зависит от экономики США. Ведь, во-первых, биткоин торгуется по отношению к доллару, а во-вторых, именно в США базируются большие криптофонды, которые покупают и продают биткоин крупными партиями. И понятно, что когда растет угроза возвращения инфляции или многие отчеты сигнализируют о слабой экономике, инвестиции в биткоин будут сокращаться быстрыми темпами. Но также это работает и в обратную сторону. Ведь как только 3 мая опубликовали данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, которые были ниже ожиданий, что необходимо для ФРС, индекс доллара упал, а биткоин взлетел вверх. Это произошло из-за того, что замедление рынка труда снижает экономическую активность, что приводит к уменьшению зарплат. А когда зарплаты падают, люди меньше начинают тратить денег. И как результат, это приводит к снижению цен. И что самое главное, к падению инфляции. При этом, чтобы снизить экономическую активность, ФРС приходится повышать процентные ставки, которые делают кредиты более дорогими и вызывают рост индекса доллара, что негативно влияет на биткоин. Так вот, сейчас главный вопрос, которым задаются все инвесторы, это когда ФРС прекратит повышать ставки. На этот вопрос попытался ответить один из политиков ФРС Нил Кашкари, который выступал на конференции во вторник. Нил заявил, что скорее всего ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне в течение длительного периода времени, пока чиновники не будут уверены в том, что инфляция находится на пути к своей цели. Напоминаю, что их цель
цель – это 2%. Нил указал, что недавние данные по инфляции поднимают вопрос о том, является ли денежная кредитная политика достаточно ограничительной, чтобы полностью вернуть инфляцию к тем самым 2%. По этому поводу он сказал: наиболее вероятный сценарий – мы будем сидеть здесь в течение длительного периода времени. Если инфляция начнет снижаться или мы увидим заметное ослабление на рынке труда, это может заставить нас снизить процентные ставки. Эти комментарии негативно повлияли на рынок, потому что индекс доллара начал расти. А из прошлых роликов вы должны помнить, что рост индекса доллара стимулирует доходность казначейских облигаций, которая вчера подскочила до уровня 4,4%. И поскольку биткоин движется противоположно индексу доллара и казначейских облигаций, эти данные указывают на то, что давление на биткоин все еще растет, потому что инвесторы покупают более стабильные и надежные облигации, в то время, когда индекс доллара растет, и более рискованные активы, такие как акции или криптовалюта, когда индекс доллара падает. Если взять комментарии Пауэлла и других политиков ФРС, они всегда будут сводиться к одному и тому же мнению, что для снижения процентных ставок нужно увидеть падение инфляции, которое отображает тот самый ИПЦ. И Нил Кашкари сказал: если мы в конечном итоге убедимся, что инфляция сейчас закрепилась на уровне 3% и что нам нужно идти выше, мы бы сделали это, если бы нам было нужно. А теперь, если мы посмотрим на последние данные по ИПЦ, мы увидим, что с начала года ИПЦ стабильно держится выше 3% и в последние 3 месяца превышает прогнозы, что является плохим сигналом. Именно по этой причине прогнозируется максимум одно понижение ставки в этом году, хотя если ИПЦ будет выше 3,5%, то есть вероятность, что понижение мы так и не увидим. Но какой будет ИПЦ? На сегодняшний день мы еще не получили официальные прогнозы по ИПЦ за апрель, но мы можем воспользоваться специальным сайтом аналитики, на котором инвесторы ожидают, что ИПЦ упадет до уровня 3,4-3,3%, что меньше текущих значений. В данной ситуации можно заметить очень сильное разногласие между политиками ФРС и ожиданиями инвесторов, потому что единственная причина, по которой может произойти падение ИПЦ в апреле, это замедление на рынке труда, поскольку данные по безработице в прошлую пятницу показали рост, а в сочетании с падением изменения числа занятых на рынке США, это может стать прямым катализатором на падение ИПЦ. Но учитывая, что рынок труда США начал замедляться только сейчас, угроза того, что мы увидим ИПЦ выше 3,5%, по-прежнему остается. И само собой еще один негативный отчет по инфляции может отправить биткоин тестировать новые минимальные уровни, за счет чего нужно заранее открывать шорт-сделки для заработка даже на падении. А чтобы ежедневно получать лучшие точки входа на различные монеты, вы всегда можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro. Ведь на фоне текущего движения рынка участники Pro заработали от 75% на падении монеты Arbitrum, а также от 80% на локальном росте Render. Как показывает практика, зарабатывать можно и на росте, и на падении. Самое главное — это вовремя открывать сделки по самым лучшим уровням, которые предоставляют наши аналитики. Также мы индивидуально для каждого участника помогаем формировать спотовый портфель, чтобы получать профит на долгосрочной основе. А для того, чтобы каждый новичок мог получить все преимущества подписки Pro, мы предоставляем подробное обучение. И это не просто десятки страниц теории, а полноценная практика с разбором графиков, индикаторов, торговых стратегий и непосредственно открытие сделок под руководством наших специалистов. А если во время работы у вас возникнут вопросы, вам всегда поможет наша поддержка, которая работает 24/7. Каждый день рынок предоставляет возможность для заработка, и если вы не хотите ее упускать, напишите нам по ссылке в описании и присоединяйтесь к подписке Pro. Дополнительно, в экономическом разборе нам стоит уделить внимание банкам США, которые из-за высоких ставок ФРС продолжают испытывать сильное давление, что может привести к новому банковскому кризису, как это было в марте 2023 года. На самом деле в этом году один американский банк под названием Republic First Bank с активами на сумму 6 миллиардов долларов уже обанкротился. И здесь самое интересное то, что 7 марта Джером Пауэлл прямым текстом говорил, что банки будут банкротиться. И вот менее чем через 2 месяца после прогнозов Пауэлла произошло первое банкротство в этом году. Но также по оценкам Национального бюро экономических исследований, в отчете, опубликованном в декабре прошлого года, около 385 американских банков могут оказаться под угрозой банкротства в этом году. То есть так называемый банкопад еще может быть впереди, учитывая, что ФРС пока что не собирается понижать процентные ставки. За 3 месяца в начале прошлого года рухнули 3 средние банка с активами на сумму более 200 миллиардов долларов, что
стало самым масштабным банкротством со времен 2008 года. И сейчас большинство аналитиков ожидают, что если ставки ФРС продолжат оставаться на таких высоких уровнях, впереди нас ждет все больше банкротств. А если мы посмотрим на ожидания по предстоящим решениям ФРС, то мы увидим, что в июне вероятность на повышение составляет 91%, в июле 60%, и только в сентябре вероятность на понижение почти доходит до уровня 50%. Но все очень быстро может измениться, если 15 мая ИПЦ превысит 3,5%. Тем не менее, если мы вспомним март прошлого года, когда произошел крах крупнейших американских банков, мы заметим, что на этом фоне цена биткоина выросла. Но почему? Это произошло из-за того, что инвесторы испугались, что по принципу домино продолжат падать другие банки и вывели очень много налички. В это время индекс доллара очень сильно упал, и покупать облигации было не вариант. Вот поэтому всю эту избыточную ликвидность направили в акции, а также крипту, по большей части в биткоин. Но будет ли что-то подобное в этом году? Вероятно, что да, если мы увидим еще несколько банкротств после Republic First банка. И кстати, теперь американским банкам будет еще проще диверсифицировать свои риски, потому что на рынке есть биткоин ETF. Подведя промежуточные итоги, я могу вам сказать, что экономика США без каких-либо сомнений отражается на цене биткоина, как и на многих традиционных активах. Но самое интересное, что одни и те же данные мы можем трактовать по-разному. Например, высокие ставки ФРС – это очень негативный фактор, который стимулирует рост индекса доллара и создает давление на биткоин. Но в то же время высокие ставки могут привести к банковским банкротствам, на фоне чего биткоин может получить дополнительную ликвидность для роста. И поэтому, чтобы понять, куда будет двигаться биткоин в ближайшие недели, давайте проведем его анализ и определим ключевые диапазоны, внутри которых будет двигаться его цена. Несмотря на то, что биткоин очень быстро восстановился после падения, радоваться еще рановато, ведь 6 мая биткоин не смог пробить сопротивление 65 тысяч и снова начал снижаться. Этот неудачный пробой дал нам понять, что вот здесь проходит нисходящая линия сопротивления, которая сформировалась после максимального уровня в марте. При этом, если мы добавим нисходящую линию поддержки, мы получим вот такой торговый канал, который также является нисходящим. Средняя, или как ее называют, медиальная линия канала пересекается с первой ключевой поддержкой на уровне 60 тысяч. Таким образом, пока вот в этом диапазоне наблюдается сильное сопротивление, биткоин рискует сперва протестировать поддержку 60 тысяч, а после этого есть вероятность снова увидеть уровень 56 тысяч. Хотя если следовать линии поддержки, то цена может отметить новый минимум на уровне 55 тысяч. До 15 мая осталась неделя, и возможно в момент публикации ИПЦ биткоин будет торговаться именно вот в этом диапазоне. К тому же сейчас наблюдается явный медвежий тренд, поскольку биткоин торгуется ниже 200 EMA на 4-часовом графике. И чтобы максимально воспользоваться этим откатом, то вот эти уровни можно использовать в качестве первых диапазонов для дополнительного накопления по более низкой цене. И скорее всего до 15 мая биткоин будет торговаться вот в этой неширокой области, реагируя на экономические отчеты и комментарии политиков ФРС. В целом на фоне макроэкономических напряжений, которые связаны с прогнозами аналитиков ФРС, что ставка будет дольше сохраняться на высоких уровнях, на крипторынке наблюдается заметное резкое падение объемов торгов. Однако за последние 48 часов крупные киты накопили биткоин на сумму 941 миллион долларов. Поскольку цена биткоина остается в диапазоне от 60 до 64 тысяч, крупные киты не упускают эту возможность и покупают биткоин на локальных минимальных уровнях. По данным Sentiment, кошельки с балансом от 1 до 10 тысяч биткоинов накопили более 15 тысяч биткоинов. А за счет того, что киты вернулись к самым высоким уровням хранения биткоина, есть предположение, что текущий ценовой диапазон биткоина является локальным дном. Но, как я сказал ранее, потенциальное дно находится ниже уровня 60 тысяч, и биткоин вполне может повторно протестировать вот этот локальный минимум и даже отметить более низкий уровень около 55 тысяч, если мы говорим о краткосрочной перспективе. Если вы задаетесь вопросом, а что нужно делать в это время, то я вам отвечу: накапливать. Наглядным примером являются киты, которые, несмотря на давление продаж на фоне экономических напряжений, медленно, но уверенно накапливают. И возвращаясь к подходящим уровням для накопления, я бы рекомендовал вам следить именно за вот этими диапазонами, потому что биткоин продолжает оставаться в большом восходящем тренде. При этом его цена перешла с цикла накопления в фазу булрана, которая всегда начиналась после халвинга. Также важная информация для холдеров эфира, который вчера пробил 3000 и сейчас чувствует себя не очень хорошо. В первую очередь это было связано с ETF, и все началось с того, что Grayscale отозвала свою заявку 19B4 на создание фьючерсного ETF на эфир, хотя всего через 3 недели SEC должна была озвучить свое решение. Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейфорд изначально
предполагал, что Grayscale планировала стратегически использовать свой ETF на фьючерсный эфириум в качестве троянского коня, чтобы заставить SEC одобрить свой спотовый ETF на эфир. Тем не менее, он выразил свое недоумение относительно того, почему Grayscale откажется от участия сейчас, когда SEC будет вынуждена принимать решение об одобрении или отклонении хотя бы одной заявки на эфириум ETF 23 мая. Также эфир падает на фоне слухов о том, можно ли его квалифицировать как ценную бумагу, что решит будущую судьбу всех спотовых ETF. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики все больше сомневаются в шансах на то, что SEC одобрит спотовый ETF по мере приближения следующего крайнего срока 23 мая. И по данным Polymarket, 92% инвесторов считают, что спотовые ETF на эфир будут отклонены, в то время как в недавнем интервью Генслер сказал: «Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении нашей комиссии. Мы комиссия из 5 человек, и эти документы будут рассмотрены в подходящее время. SEC должна принять решение по заявке VanEck 23 мая, а окончательный срок для ARK 21 Shares и Hashdex 24 и 30 мая, но вероятнее всего, что их не одобрят. Вот поэтому сейчас эфир стремительно падает к своему первому диапазону поддержки, около уровня $2850. И если биткоин упадет ниже уровня 60 тысяч, эфир также рискует упасть ниже вот этой важной области. Но с накоплением эфира нужно быть поосторожней, ведь если он пробьет вот эту линию тренда, которая формировалась начиная с сентября, то его цена может перейти в более глубокую фазу коррекции, за счет чего эфир протестирует более низкие минимальные уровни. Так что мы будем внимательно следить за новостями, связанными с эфириум ETF, и делиться всей самой важной информацией в нашем телеграм-канале. Поэтому не забывайте подписываться. Также вы можете прямо сейчас перейти в комментарии и оставить ваши прогнозы на биткоин. Напишите, как вы думаете, биткоин будет расти или падать, а также как вы считаете, ИПЦ 15 мая вырастет или упадет. Также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И с вами мы увидимся уже в следующем видео. Поэтому я вам желаю удачи и хороших предстоящих выходных. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!